Вот смотрите, здесь первомайцы. А, да, это вот Мария Филипповна и Петр Иванович. Модус, он, конечно, сам уже с такого угла выехать не может. При бомбардировках. Что мы такие спустились, здесь река, которую нельзя перейти. Всем привет! Всем привет! Мы приехали недалеко от нашего дома, буквально район Нови-Сада. Буквально 70 километров. Тут пахнет иголками. И мы идем в горку. А здесь вот тропа какая-то есть. Самое главное, что то, куда мы приехали, здесь, конечно, очень большой такой разброс территорий. Ну, нам надо по дороге идти. Явно не по тропе. Приехали мы на Фрушка гору, потому что дочь сегодня у нас на экскурсию уехала. На 3 дня со своими школьными товарищами, приятелями. Единственное, вот может через лес есть какой-нибудь пролаз. Давай срежем. А если там медведи и маньяки? Ну, плюнешь в них. Мы пойдем в лес. Потому что по асфальтовой дороге в говно не наступить. Так, кто не знает, как добраться до сюда не на машине, а своим ходом, рассказываем, что от Нови-Сада, от железнички станицы идет автобус. Мы сели на 86-й автобус. Билет на двоих стоил 325 динар. Просто 320. Просто 32. Это еще утро. На самом деле проблема в том, что мы просто встали сегодня в 5 утра. Потому что школьный автобус, нам сказали собираться в 6:30. Мы пришли в 6:20 и никого еще не было. Так. И да, сегодня конец октября. И на улице сегодня 24. А с утра мы, когда выходили в 5 утра, был такой дубак. Мы так замерзли. Да, было очень холодно. Продолжай порой это самое. Ну и вот вы садитесь на 86-й автобус. Также, как я читала, можно доехать на 74-м, 76-м. Но у нас была первая остановка. Это Иришки-Винац. Там находится телебашня, разбомбленная НАТО. Мы хотим на нее посмотреть. И написать «Смерть НАТО». Здесь все шевелится, шарахается. Также на Фрушке много водопадов, каких-то пещер. Но единственное, что, как я читала, многие сюда приезжают на великах. Но я вот не представляю по такой местности на велосипеде. Так по асфальту бы ехали и все. Мы с тобой срезали 10 метров по лесу. Вот здесь грибы даже. Я таких даже не знаю. У нас, конечно, отмечено много точек, но не факт, что мы все посетим за один день. Потому что они разбросаны как бы далеко друг от друга, а мы на пешке. И на пешке это может быть немного утомительно. Но посмотрим, сейчас походим. Вот засними, что там на карте. Ты проходишь мимо, даже не снимаешь. Да, пишите в комментариях, как лучше вести видео, на русском или на английском. На английском, может, будет всем понятней. А я тут не снимаю, оказывается, таблички. Вот. Издалека было похоже, что это сахар с крылышками. А это, видимо, какие-то споры. Ну, это то, что водится в этих местах. Прекрасно. Патогены гливья. Гнилые патогены. Так, вижу какой-то домик. Домик бобра.
Кстати, очень много упавших деревьев. Странно. А больше нигде ведь не было, да, в Сербии? Да. Вон, значит, следующая табличка. А, вот заброшенный дом какой-то. А табличка следующая про грибы. А это белый гриб? Самый- Естеве гливе. Так, кто знает грибы? Это, наверное, Лисичка. лисички. Лисичара написано. Лисичара. Цирный выргань. Ну да, это Белый гриб. Черный гриб. странно. Это опята, называется меденьяча. Меденяча. Сморчок. Степский сморчок. Сморчак. А это какая-то княгиня. Грабов дед. Плавонога. Я думал, что это неестественный гриб. Велика Пухара. Это вообще на мухомор похоже. Мне кажется, вот на мухомор похоже. Нет, это зонтик. Это я знаю, это съедобный. Сунчаница. А вот это бисерка какая-то. Ну, зонтик Сунчан Бран. Сунча. Мы просто как-то давно ходили с моими российскими приятелями в лес. Приятеля И мы. я рассказывал, что зонтики съедобны, они говорят нет. Смотрите, здесь завалило тропу. Сашка пойдет в обход, а я, видимо, полезу здесь. Да? Полезешь здесь? Я не знам. Еще одна страница с грибами, где написано, что они отровни гливе. Пантеровка, мухомор. А, нет, мухара, вот мухомор. Саша. Там еще какие-то ребята идут. В общем, это все несъедобные грибы. Заводница похожа на лисичку. Увияча похожа на свинушку. Ну что там? Гриб под названием малосмрт. Мало смерть. Просто маленькая смерть. Быстрая смерть. Раз и Она все. маленькая. Так, ну а дальше нам надо... Давай вокруг обойдем. Может, здесь интересное что-то есть. Ну здесь все зарешетчено. Мы же вокруг не обошли. Смотри, дрова все помечены. Но странно, что на этих метках нету ни QR-кода, ни... То есть все равно Загляни надо в вбивать дырочку, в вручную. Что тут? Загляни в дырку. Ну, сними там что-то. Загляни в дырку. Да. Сейчас раз рука и отняла камеру. Я отняла камеру. И там посмотри. А вон окно открыто. Можно через окно залезть. Отсюда ничего толком не видно. Там, где двери, там все заложено. Я после того раза уже боюсь заброшенных домов, потому что в Сербии все время кто-то в них живет. Это типа чего? Детский дом? Живео 1 май. Будешь в залазе? Ну, давай обойдем, и тогда Здесь залазим. 3 этажа. Ого, какая заготовка на зиму. Это для этого дома заготовка? Интересно, есть кто внутри или нет? А вот это вышка 5G, наверное, после Узнать которой... можно только если туда залезть. Крикнет, есть кто? Есть кто? Нет никого. За что тут схватиться можно?
Ни за что. Вот смотрите, здесь первомайцы. Ого, там еще люстра осталась. Так, мы вошли в этот дом. Это Саша всех предупреждает. Здесь есть люди или нет? Смотри, это какая-то люстра, под которую засобачили ковролин. Живео 1 май. Так, следы бывших тусовочек. Так, это что? Опять какая-то история, что, видимо, да, вот это строение относительно старое, и когда уже пришли современные люди, они вот просто дырявили стены, проводили пластиковые трубы Там как будто на это, столбах это от ковролин компьютера история или что это? и ДСП, да, это монитор, экран. Мы пришли. Ну, перекрытие бетонное. Может, это, конечно, уже установленное. Может, и восстановленные. Наверняка нам сейчас сербы ответят, что это, когда это, где это. Может, и так. Так, здесь кто-то спит или нет? Мы входим. Так, хватит кричать уже. Ну, я после того случая вообще не хочу, знаешь, вот это вот. Мы спим, Так было темно. покеда. Здесь-то светло. Вон, смотрите, даже лестница на другой спрат есть. На другой спрат на нижний, Все. а на верхний спрат. Плитки. Искусство и энергия. Наклейка 2007 года. Какая-то дверь пополам. Это как будто... Вот, что здесь написано. Не за последним. Непонятно. Ты чувствуешь уже метапсихоз? Ну, здесь вот как бы ничего такого сверхъестественного, но прямых углов на потолках нету. То есть мне хочется отметить это как элемент несовременного строения, если видно. Ну, труба вентиляционная, конечно, современная, значит, здесь все-таки была какая-то кухня, скорее всего. А на верхней-то этаже где вход? Вот здесь, что ли? Так это что же 1 май? Мы же здесь только входили. Так, ну лестница, значит, где-то может... Вот лестница. Тоже вход вниз. Какая-то веревка, которая держит дверь. Лучше не трогай эту веревку. А здесь какие-то чертежи. Ну, видимо, план дома. Ну да, разводка, электрическая разводка. А там что такое? Всякое барахло? Лестница совершенно как бы целая, без каких-либо колебаний. Здесь явно лежали ковры, потому что здесь вот крепеж. А здесь явно из стен вытащили вот что, проводку, что тут? Ну да, вот они как бы и смотрели. Вот здесь, куда здесь много этажей. Я же тебе сказала, 3. Там лестница еще выше есть. 4-5.
чердак. О, это усиление для вышки. Там вон какие-то печки видны. Сереж. О, и висит А? модем. Ну, видимо, здесь коммуникации. Вот какие-то провода идут. Явно интернетовские. Витая пара. Поэтому здесь все. Поэтому здесь все и закрыто, чтобы никто ничего не повредил. Мы ничего не вредили. Это было отломано. Второй спрат. Подожди, еще раз сниму. Кто знает, какого класса это строение, потому что, наверное, может, это какая-нибудь... Ну, это не квартира явно, да? Потому что Мне кажется, санаторий какой-то. санаторий какой-то, да. Комнатушки маленькие, но они с номерами. Здесь, наверное, был вот туалет. Ковролин. Надпись на стене «Хэппи». Номера как бы. И спрашивает, хэппи ли? Хэппи. Здесь, смотри, какая огромная деревянная рама. Что здесь была, картина или ковер? У кого богатая фантазия, кому страшно в таких местах? Пишите нам в комментариях. А, кружечка. Вот, собственно, лыжка, которая закреплена там за крышу. А это кружка для анализов? Ну, наверное. Здесь еще деревянные окна, поэтому, конечно, ну, годов. Саша кому тут помахала. Я бы вот на такой пол не пошла, страшно, а вдруг там что-то. Здесь совершенно нормальное перекрытие. Странная дырка круглая в двери. Что это могло быть, интересно? Это здесь держали пленников. Вентиляция, наверное. Здесь держали пленников. А, пленников. Там туалет. Для пленников. И, конечно же, клоп. Поп Клоп. и куча божьих коровок. Ну, я думаю, что на первом этаже то же самое. Пойдем на первый этаж? Не, а смысл? Такой же коридор, комната направо-налево. Ну да. Также туалет в конце этажа. О, и здесь какой-то Ж-патриот. Комната телефона. Все, мы идем дальше. То мы не успеем добраться до всех точек. На Фрушке горе много столиков, где можно посидеть, устроить барбекю. Они, правда, немного уже не совсем свежие, но, судя по всему... Есть. Но они же есть, значит, можно. Самое главное, приезжайте сюда на автомобиле. А вот впереди есть указатель. Ресторан на Венцу. 100 метров. Если ничего не слышно, это потому, что мы не включили микрофоны. Планерский дом Воеводина. Румс? Румс. Он как бы не ради. Буквально тут 200 метров и попадается первый ресторан. Непонятно, пока работает он или нет. Мне кажется, нет. Но по этой тропинке можно срезать немного маршрута. Не по дороге идти, если пешком идете, да? Потому что дорога по карте очень извилистая. А так вот по ступенечкам, правда, они тут мальца рассыпались. Светит свет. Свет светит. Мы были уже в одном баре, где свет светил. Я думаю, что даже не в одном. Но, судя по всему, как ресторан он явно не работает. Но, наверное, в сезон. Смотрите, здесь как много. Огромная зона
посадочная. Детская площадка есть. А здесь вот даже столы, стулья с зонтиками. Ресторан на Венцу. Вот люди какие-то тоже. Не, ну выглядит не заброшенным. Не, да, наверное, оно в сезон работает. Ну да. Так что... Че вот тут? Вот даже календарь свежий висит. 16 сентября 2023 года. 1900 динаров за ребенка на детский праздник. Прям рядом с рестораном вот такая стела стоит. Мы пока что не знаем что, но, наверное, полагаем, что за свободу. Пока мы не дошли до нее, пишите в комментариях, угадали, нет? Руки раскинуты вверх. Вскинуты такая, она типа Скинуты. «Эй, юху!» Эй, юху, кто-то вот тут пытался костерчик жечь. Здесь какие-то венки Венки с праздником. свалили. Не сожгли, не выбросили. Праздник, жарко. Свободу народу. Ой, я вижу, там фашистский, Очередной раз хочется сказать, жалко нет квадрика. фашистский танк нарисован. Типа это освобождение, да? В каком там освободили? 44-м, если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться. А это, я так понимаю, советские войска или нет? Ну, просто войска, которые борются с фашизмом. Нет, вот стоят большие, просто похожи на советские. По лицам поняла? Ну, А, да, это вот Мария Филипповна и Петр Иванович. Точно, это же они. да, я так и знала. Свободу народу. Если не видно, то народ весь скованный одной цепью. Здесь вот старики и женщины. И фашисты сзади и спереди их, значит, окружили. Сказать, что вот прямо сейчас, в октябре, вот придя сюда, можно подумать, что как бы это место, ну, скорее особо не посещаемо. Еще какое-то огромное количество камней, которые вот Ну, там россыпью. венки ж стоят. Да, но я говорю сейчас. А Но здесь танк перевернулся. судя по тому, что Победили. ресторан работает, и в сентябре они еще работали, то, видимо, в сезон здесь люди, наверное, ходят явно большим количеством, и на Фрушке горе сидят. Слушай, и венки эти вечные, они могут тут хоть 100 лет стоять. Ничего не означает. Он ящерица. Вот люди приехали прямо специально на памятник. На спаметник. Так, вон, значит, надпись. Споменник. Если что. Спаменник «Свобода». На Ірішкам вінцує діло познаток академського вайра Сретана Стайновича і сверстава се у найболее дела монументальне споменичке пластики у югославянской уметности. Памятник партизанам. Здесь зона пикников. Очень много столов со скамеечками есть. Старые есть. Молодые. Свежие, да. Более-менее мусора прям нету. То есть либо убирают все-таки за собой, либо убирают. Вся. Даже встречаются вот такие мангальные, я не знаю, какие-то печи из кирпича. А мы пока продолжаем топать дальше. И у нас закончилась вода.
На меня все время клопы садятся. Мы шли по дороге, и тут бац, стоит оно. А вот рваные веревочки. Ну, у меня предположение, что человек не справился с поворотом. И вот, наверное, это его следы, да? И он вот сюда вот зарулил. Ну, да, так Может, как это мокро. переднеприводный какой-то дряхлый модус, он, конечно, сам уже с такого угла выехать не может. И, видимо, человек пошел искать подмогу. Интересно, сколько он тут стоит. Мы дошли, и тут даже хостел, охренеть. Прямо в вышке. Мы дошли до места назначения, куда мы, собственно, шли. Так долго по лесам бегает огромное количество мышей. Что-то шуршат. Из-под каждого просто корня выскакивает. Здесь есть даже отель Норцев. Электровой и Бодина. Так, мы дошли до телерадио вышки, которую в 99-х годах при бомбардировках попала, видимо, какая-то снаряд. В бомбардировках НАТО. Но сразу видно, что вышка вся обвешана современными антеннами и передатчиками. Значит, я думаю, что она, конечно, закрыта. И жалко, у нас нету квадрика, чтобы подлететь хотя бы к этому этажу. Мы отметили новую точку, и до нее идти как бы по асфальту пешком где-то 10 километров. Мы такие Лет 10? Лет 10. И мы такие решили, что можно срезать, ну, как бы, чисто теоретически. И пошли пешком. Мы же не... Знаете такую поговорку? Бешеному псу что-то крюк? 100 верст не крюк. Да. Короче, вот мы бешеные псы, и мы такие решили свернуть. Мы свернули, и теперь мы оказались в каких-то дебрях. Нам сразу вспомнились фильмы «Джунгли», если кто не смотрел, посмотрите. «Варвары», всякая херня. Если мы вдруг не вернемся, пропадем, ищите нас здесь. Да, то есть если вы увидели это видео, но мы пропали, значит все пропало. Но в целом, как бы, здесь уже вообще дороги нету. Это какая-то произвольная фигня. Мы идем. Да. Путешествие как бы. Но мы просто решили уже не возвращаться на дорогу, а просто пойти дальше. Решили все-таки узнать, что там внизу, коль мы уже идем вниз. И чисто теоретически, конечно же, потом придется идти вверх. В смысле не придется? Дорога наверху. Здесь очень много поваленных веток, и мы по дороге встретили еще какого-то деда на тракторе, который собирает... Говорит Сашка, что она ее представляла все так. Никого нету, мы в этих лесах. Но прекрасно, что листья шуршат. И мы через эти ветки куда-то ползем вниз. Встречаются здесь колючие кустарники с какими-то красными ягодками. Не ешь меня. Наверное, жрать их не стоит, но если мы здесь останемся как в джунглях, то придется как-то выживать
и что-то жевать. Тогда тебе придется выкапывать Надеюсь, ямку. что не придется друг друга жевать. Выкапывать ямку и что-то закапывать. Срать можно поверх. Надо чуть туда выйти, потому что здесь слишком уже. Вот В туда. смысле выйти, Саша, нам туда, параллельно, вот туда и вниз. А мне оно кажется, идет вот вниз, здесь а потом такая идет более вверх. дорога, Сереж. Мы около памятника, который вот был недавно в видео, сначала свернули на дорогу, но я такой смотрю, она прям идет резко вниз, а дорога не шла резко вниз. Поэтому мы сейчас, вот смотрите, здесь кто-то ходил. Кто там повесился? Чисто теоретически, можем как бы пройти здесь. Не факт, но как бы не отступать и не сдаваться. Айда. Уклонину. Да. Вот на уклонение. Айда, уклонину. Сразу вспоминается голые и напуганные. Да, давай, упади и покатись, так быстрее спустишься. Давай, упади и покатись. Упади и покатись. Мне на самом деле, как мы только зашли в лес, мне вот сразу все фильмы вспомнились, когда персонажи фильма под конец помирают просто из-за того, что они вышли куда-то из зоны как бы комфортной жизни. Помните «Санктум»? Там же что было? Они просто пошли нырять, раз, и все погибли. Потому что он не предупредил никого, что есть кессонная болезнь. Причем здесь кессонная болезнь? Их завалило, и они начали там вообще-то драться. И друг у друга воровать эту херню. Их завалило, ты не помнишь? Ставь только ногу боком. Ну окей. Для тех, кто не смотрел наши видео прежде, когда мы по горам шлялись, вообще я не понимаю, мы как-то очень так резко спускаемся, и боюсь, что нам придется, конечно, резко подниматься. Лучше бы мы шли по дороге. А здесь вот во время дождей, видимо, была вода, и можно было испить водицы. Но водицы нету. Во, я внизу вижу более-менее ровное место. Да? Ну, не знаю, может, она таким кажется. Ветки летят. На самом деле, самое сложное спуститься, потому что подниматься не так сложно. Ну, точнее, сложно, но ты условно как бы можешь лечь на живот, потому что идешь вперед лицом. На самом деле нужно иметь вот эту вот палочку для пеших вот этих хождений, которая, как у Паши была, раскладывается. Позвоните Паше, чтобы он нам прислал палочки, а то мы вот здесь в горах застряли. Я не знаю, кто знает, как называется эта палочка, пишите в комментариях. Ну, какие-нибудь там... Это Для горных спусков. Нет, вот это какая-нибудь там называется финская ходьба. раскладная такая. Значит, какие-нибудь палочки для финской ходьбы. В Ингушетии мы с такими ходили. Вот. Кто не смотрел наш выпуск про Ингушетию, где мы там тоже по горам лазили. Мы в Дагестане в горах лазили. Вовнушки. Вовнушки где были? В Ингушетии. В Ингушетии. Сейчас я в Дагестан не поеду, извините, дагестанцы. Спасибо вам. Резкий склон. Да, дагестанцы. Спасибо вам за любовь к евреям. Да вообще за любовь. Я не ожидала, что Если- дагестанцы такие дремучие. Но как бы вы не злились, как бы там толерантная херня не работала, в 2023 году человечество пришло обратно к средневековью, когда начинаются войны из-за религий, да, то есть все как бы поняли, что это мракобесие. Но все равно как бы целые регионы держат на религиозной херне, и они, значит, вдруг резко побежали убивать евреев. Это даже не хотелось об этом говорить, спускаясь с горы, но, коль уж мы вспомнили эту А историю. здесь И вообще дофига это этих красных ягод, офигеть.
это ужасно. То есть бегут мужики, теоретически, да. Пока что мы не видели, я надеюсь, что не увидим. Но вот они бегут, они видят, значит, женщину еврейскую с ребенком. Ты еврейка? Ну, все, хана. Объяснить это объясняемой вообще какой-либо логикой непонятно. Завтра, значит, спадет этот накал страстей. Эти мужики будут арестованы, им будет предъявлено обвинение, они будут каяться, они встанут там на колени, будут извиняться. Но это будет завтра. А сегодня они, значит, бешеная сила. Слушайте, какая тишина. У Сашки вон палка уже есть. Ну и чего тут? Чего? Вон уже низ. То есть мы вниз-то А спустились. верх-то где? Нам надо было сначала спуститься вниз. Хоть не весь мир еще дошел до дна, мы дошли, кажется, до дна. И сейчас мы пойдем. Нет, Сереж, есть еще такой момент, называется «со дна постучали». Но я надеюсь, нам со дна не постучат, и мы как бы... Мы сейчас аккуратно здесь резко, скользко, камушки под ногами скользят. У меня вот специальная финская палка. Финская палка. Кроссовки, конечно, не предназначены для этого. Они не трекинговые, а какие-то, не знаю, какие. Для бега, наверное. Здесь как бы камушки скользят. Я снизу Сашку буду ловить, если что. Под листьями камни и земля. И вот мы спустились. Я, в принципе, и полагал, что здесь будет какой-то ручеек. Не знаю, ручеек ли это или нет. Ща, было бы прикольно, что мы такие спустились. Здесь река, которую нельзя перейти. И мы такие, блин, все равно придется подниматься наверх. Смотрим. Река высохла. Ну, да. Значит, перейти сможем. Мы немножко заблудились. И, несмотря на то, что вот мы такие спускались непонятно как, слушаем, какая тишина. Если видно на камеру, вот два дерева, на которых нарисованы знаки. Эти знаки определяют маршруты. Здесь есть несколько маршрутов пешеходных, по которым вроде как люди ходят по каким-то знакам. То есть это не знак того, что срубить дерево, потому что вот здесь на белом фоне 3 красные полосочки и цифра 2. Дальше просто не видно на камеру, там на белом фоне какая-то зеленая полосочка. Маршруты, может быть, не совсем уже, конечно, свежие. И судя по тому, что мы здесь вдвоем, по ним никто не ходит, кроме нас, шизанутых. Но они были. Серия 2. Мы перебрались через невидимую реку. И начался подъем. Надеюсь, у нас займет это не более 3 часов. А вот, собственно, знаки, которые нарисованы на дереве. То есть был маршрут. Еще бы кто-нибудь баночку пива дал. Ты бы тогда не поднялась. Да. Будет тебе подарок на горе. Так, ну что, мы выбрались из этого леса, в который мы сами забрели, хотели срезать. В итоге мы протопали по этим горам час и срезали путь, который можно было пройти минут за 20. Мы вернулись в точку отправления, то есть здесь вот пересечение дорог. Здесь находится магазинчик, вот такая вот палатка. Там продается пиво, шоколадки, конфетки. Рядом рестик.
там вот даже кто-то сейчас сидит. Так как это магазин, то здесь вот люди останавливаются. Вот видите, кто-то с палками пришел. Много моциков. Люди ходят. Не так экстремально, конечно, как мы. В ту сторону по дороге в сторону озера можно поехать. И, соответственно, обратно. Что тут из плюсов этого магазина, то что у нее прямо на входе нарисовано расписание автобусов. Автобус номер 86, который здесь ходит, значит, он ходит там примерно каждые 3 секунды. полчаса. Мы хотели добраться до озера, но я чувствую, что мы туда не поедем по причине того, что автобус-то приедет примерно рядом, где-то там, а до самого озера опять надо пиздюхать как бы по лесам. Мы в следующий раз сюда приедем. И будет уже темно, и мы, да, вот мы в следующий... Маршруты на Фружской горе большие, разнообразные. Маршруты огромные. Вот мы пошли до телестанции, до вышки до этой, и от вышки, конечно, 10 километров где-то было до озера, и мы еще вот так вот тупанули по маршруту Сергея, пошли по горам. Но весело. Сергей любит непростые. Сергей любит, да, вообще все такое. Непростые маршрутики. К вопросу, вот нам кто-то писал в комментариях, что они пишут граффити политические. Вот я хочу вам показать и заодно спросить, насколько политическое граффити на карте туристической, которая вот просто обозначает маршрут Фружской горы. Сколько здесь политики вот в этим каля-маля, я не знаю. То есть, ну, мне вообще непонятно, нахрена надо это было делать. Что, им стало легче от этого, они видят здесь имя, свою фамилию. Что, вот зачем это делать? На мой взгляд, это все какая-то чисто невоспитанность. И в первую очередь за это ответственны сами родители, которые, ну, допустили такую историю. Мы, видимо, будем теперь ждать автобус. И увидимся, значит, в следующих наших приключениях. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал. Да, и если у кого есть квадрик, вы можете нам его выслать, мы пришлем вам адрес, будем благодарны, мы бы сняли сегодня башню. И спасибо всем за лайки, за подписки и за донаты. Да. И вот вам клоп напоследок.